прикол этой камеры, что я абсолютно не вижу, она включена или нет. Смотрите, какая интересная. Вот Mystery SS пакет. 1 за 10 евро, 3 за 25 евро. То есть они туда наваляли всякой фигни. Даже по PayPal можно оплачивать. И типа вот и вирашек сюрприз. Навальный целый стол. Красавчики. Вот эта тема. И типа такой, ну типа лотерея. Угу. Так вот. Надо все время помнить, у тебя камера включена сейчас или выключена. Сейчас включена, соответственно. Колоночки прикольные. Прям у них, по-моему, CD прямо можно вставлять. Ну, то есть вы понимаете, что Сметкин настолько самоуверенный, самодовольный тип, потерявший нюх, что он даже... То есть он даже не удаляет мои комментарии, где я пишу, блин, люди, очнитесь, вы что такой разводняк верите. Он эти комментарии даже не вставляет, потому что шкалеры накидываются, типа, и, ну, на тех, кто такие комментарии пишут, и он их специально оставляет, что, типа, вот, посмотрите, еще кто-то не верит, что я такой красавчик. И когда уже я пишу, там какой-то последний комментарий был, типа, там, даже вижу по стилистике, что шкалеры пишут. Типа, да, я поумнел, братишка, спасибо, что ты открыл глаза, я поумнел 4 раза. Я ему написал, что, типа, блин, господи, как я написал-то в контексте бесконечной глупости здесь присутствующих. Эти 4 раза явно не помогут. Вот эти комментарии он уже начинает удалять. Мои. Нету пластинок, друзья, нету. Единственное, что он там еще налево может быть, в принципе. Было сразу туда пойти. Ну, если не будет, так и не будет. Деньги сэкономили. Вообще, как правило, они здесь на этих вот двух улицах, и я почему-то иду все время прямо. Типа с такого расчета. Сейчас я по центральной улице пройду, потом туда поверну. Хотя я знаю, что они всегда стоят на вот этих двух, если стоят пластиночные продавцы на вот этих двух улицах. Капец, нету пластинок. Я такого еще не помню, что я приехал на Фламарта, не было пластинок. Да. Какие-то компакты. 4 евро. Очень позорные, которые по евро на eBay не покупал. Вот там, судя по его цене, даже нет смысла копаться. Три штуки 5 евро. 3 штуки 5 евро. Ну, в принципе, можно глянуть. Хоть что-то купить. О, тату. А? Смотрите. Прикольно, я бы купил бы тату. Видно, нет? Что я куплю? У меня пару компактов на 5. Просто себе репертуарчик еще тут. Джоб Кокер. В общем, если интересно,
So, wenn man nach Hause geht, ne? Das ist natürlich schwierig. Bist du immer noch da? Wir fahren jetzt einfach nach Hause. Ich habe nur 10 Minuten. So, wir fahren 10 Minuten bis ein Ende. Und das ist einfach 30 Grad. Я увидел только компакт-диск Тату и Джим Хендрикс. Капец, погода испортилась. Уже дождь начинает. О, я даже не знаю, я буду слушать Тату. Вот еще какая-то классика. Классику прикупить какой-то. Ну, тоже будет лежать что. Короче, сегодня не солоно хлебавши. Поеду домой. А домой надо уже ехать, чтобы не простыть. Погода мерзкая просто. Что там, компакт-диски. Это же всякий мусор. Всякий мусор. Я не верю, что вообще нету пластинок. О, как так-то? Смотрите, какой набор, нифига себе. Дива BBC. Прикольно. Что вообще такое? Deutsche Schlager. Тату. Группа Тату. Братцы. Чувак только что смотрел Луи Армстронг, но я не купил, честно говоря. Вот он. Фест. Ну что, пустая коробка. Он такой легкий. Такие есть, пустая коробка. Прикол. Ну, смотрите, какой. Плюс Legends. О, вот это мне нравится. Вот это мне прямо нравится. Что еще есть? Da, wollte mal gucken, den haben wir sich gelernt haben, was ihr erklärt habt. Rednix. Вот это прям моя. Не падай. Вот это мне нравится.
интересно все, что запаковано в коробке. Так, сниму перчатки. Я вот нашел еще интересно вот такую вот коробочку. 2 CD. Мне интересно, сколько это за есть. И вот такое вот что-то. Я даже не знаю, что это такое. Вот это блюз точно. 3 CD бокс. Помню там, чтобы вообще были компакты внутри, а то еще будут продавать. Постоянно, ну, просто новый. Офигеть, он просто новый. Ладно, короче, я сейчас спрошу, сколько это стоит. Если это в пределах разумного, то не буду даже заглядывать. Идем. Тут можно, по-моему, все это брать и уносить. Никого нет. Тут еще можно что порыться. МП США, да. Ее можно тоже с собой. Шада мне не надо, наверное. Хотя... Что-то опять пустая коробка. Интересно, здесь точно есть компакты? Блин, это они продают пустые коробки. Есть. Блин, вот это вот мне вообще нравится. Просто бомба. Блюз. Это такая-то классика. Тоже треснутая, правда. О, компакты на месте. Ну, за 10 максимум. Мне нравится все, что в коробках. Все, надо текать. Так, надо собирать, сюда подходить. Hallo. Sagen Sie bitte, was wird das kosten? Das habe ich vergessen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Euro. Ja? Schön. Okay. So, 5 Euro. Jetzt glaube ich gleich wechseln. Ne? Yep. Brauchst du eine Tüte oder? Nee, geht, ich hab Rucksack. Okay. Ich hab Rucksack. Ne? Ja, schön, vielen Dank. Hier. Viel Spaß noch, ne? Ja, schönen Tag noch. Ja, und Tschüssi, danke. So. Народ, короче, прикупил я вот такие вот интересные компакты. Сейчас запакую их. Запакую их себе в рюкзак. Блин, ну прикольно, за 5. Он считает по 1 евро диск. Вот это я понимаю цена. Вот это вот тема. Крёсы диригенты. Ну вот это может какая-то фигня будет, но блюз всегда беспроигрышный вариант, друзья. Блюз это всегда будет тема. За пятифом. Ништяк, супер, я доволен.
Кстати, я замерз, труба будет дергать домой. Купил я у него 5 дисков за 5. Даже неудобно было торговаться, потому что они просто новые компакт-диски, прям запечатанные. Ну, в целом всякого рода вот там попсу, вот я не знаю, там смотрел, Тату компакт-диск был у другого чувака, что там еще у него, Modern Talking, это все, что я когда-то слушал. Ну, это все, ну, я на раз послушать, и больше я это слушать не буду. То есть, если я сейчас куплю, я раз послушаю, и это будет валяться. И поэтому, если я что-то такое покупаю, ну, вот, что-то не четкое. Четкое в моем понимании, это metal, hard rock. А если это какая-то попса, то это вот будет просто валяться. Поэтому, если я покупаю в таком плане не очень что-то мне нужное, то это должна быть тогда или блюз, джаз, или классика. То есть это можно слушать всегда, переслушивать. И это я с удовольствием, если за небольшие деньги покупаю. А если попытаюсь сформулировать мысль, но если я куплю какую-то попсу, типа за недорого, там все по заманчивой цене, то я это, скорее всего, никогда больше не буду слушать. Раз послушаю, и это будет валяться. Короче, вот в таких, ну, это когда такие покупки, когда другого больше ничего нету, но хочется не уходить домой с пустыми руками и хочется хоть что-нибудь купить в коллекцию. Тогда самое лучшее для такого подходит это, вот, повторюсь, джаз, блюз, классика. То, что, скорее всего, я буду периодически переслушивать. Ну вот, пластинок нету. К сожалению, погода мерзкая. А там у него компакты тоже. Ай, хватит этих. Туда с велосипедом не подберусь. Они уже складываются. В общем, они уже разъезжаются уже. Уже часа 3. Поеду и я тогда домой. А мне, собственно говоря, надо туда. Все, друзья, я еще думал, планировал как-то задействовать чат GPT в этом всем своем безумии, типа купить пластинку, потом спросить чат GPT про эту пластинку. В принципе, мы все это можем сделать все еще, но только дома, потому что, блин, тубак, капец, ветер завывает, сейчас еще дождь пойдет, замерз караул. То есть я хотел это все сделать на улице, попробовать где-то сейчас остановиться, чтобы нас там чат GPT просветил по поводу купленных пластинок. Там тоже у него ящик с компактами. Блин, один раз вот неплохие компакты, именно вот Metal купил в прошлом году. Вот так вот. То есть компакты тоже имеет смысл просматривать. Еще бы здесь вот посмотрю тогда, кажется. Всякая попса. Хотя вон бонжуэ есть. Danke.
Knopfler. Это интересно. Это год вообще. Это же пустая. Базилуспан. Кстати, у меня вот это вот есть на виниле. Это Макси CD. Я выяснил, что на Фомарте это такая распространенная цена. 1 евро, 1 евро, 1 компакт-диск. Прикупил я еще компакт-диск Дэвид... Как его правильно-то этого скрипача Дэвид Грета, по-моему, Дэвид Грета. И такое шикарное прямо издание, по-моему, вместе с DVD. По крайней мере, я не уверен, что там есть DVD в этой упаковке. Либо CD. Потому что я только так открыл, посмотрел коротко. И один диск там был. Это DVD или CD. Я так замерз. Нет ни желания, ни времени рассматривать подробно. Ну, короче, прикупил. И этот Марк Кёпфер. Заправку для Теслы. Нифига себе. Ну что это здесь? Вроде обычная парковка. И на ней заправка теслочная раза 10. Проехал, там было. Прямо вернусь. Очки одет. Цак. Пишешь, нет? Мне надо для превьюшки, не хвастовства ради, а для превью посниматься на фоне купленных компакт-дисков. Я потом в программе, в которой я делаю видеообработку, нарезаю на фотографию и делаю с них превью. Итак, Марк Кнопфлер. Копфлер. Я надеюсь, что это тот самый. Это бомба. Посмотрите, какой диск, как он оформлен, как карта. Навье. Класс. Евро. Rec Revolution. Дэвид Гаррет. Тут, по идее, написано, что CD и DVD. Но... Так, я не знаю, что именно сейчас снимаю. Вот CD и DVD. Вообще новый. Да, вот DVD. И вот CD. За евро. Когда-то он был модный. Даже, кажется, он даже сейчас актуальный. Прямо DVD и CD за евро. Да это бомба. Я, наверное, уже дома
Буду это включать и делать. И в чате GPT спрашивать по поводу этого компакт-диска информацию. Что он будет рассказывать. Такой вот блюз просто. Посмотрите, 3 компакт-диска. И они просто новые. Вот реально. Их вообще слушали когда-то? Да это песня, посмотрите. Blues Legend. Они новые, их вообще никто не слушали. Я бы мог реально сторговаться там за 2 евро вот эту вот коробочку. Ну, блин, просто неудобно уже. Куда там еще торговаться? Класс. Как это? Тифломар ты прям обожаю. Что все время такое интересное. Там нароешь такой. Вот это я вообще не знаю, что это. Просто мне понравилась упаковка. И это вот прямо Überraschung пакет. Это прямо сюрприз пакет. Я очень надеюсь, что это классика. Похоже на классику. Но я даже не пойму, что это может быть за классика. Я без очков еще и не вижу сейчас. Ну нет, вряд ли даже не классика. Не знаю. Я не знаю, что это. Тоже диск просто новый. Все, это была распаковка. Сейчас дома буду, что голова побаливает. Думал, с пивасиком сейчас свою дежурную бутылочку пива. У меня лимит бутылка пива на выходные. Не потому что я там закодированный алкоголик, мне просто больше не нравится. Невкусно, что ли. Бутылка заходит отлично, бутылочка. Мне даже бутылка называть сложно. А вот здесь, кстати, 2 компакт-диска, а он мне посчитал как 1. Я даже тут наварился. Это же новые, это просто все новое. Вот это уже классика, это какой-то оркестр симфонический. Ну, это прямо интересно может быть. Такая бархатная упаковка. Просто бархат. 2 CD. Не помню, почем. Я у одного купил 2 компакт-диска, у второго 1, 2, 3. А, да. То есть вот тут вот сколько? Тут тоже 2 CD или 1? Вроде 1, хотя не удивлюсь, тут 2. А тут 2. Не посчитал как 1. Все, погнали домой. Что сильно громко лупит. Вот такая вот сегодня у меня уловчик, друзья. Еду в очках, вы спросите, вроде же не солнечная погода. А дело в том, что надувает глаза прямо конкретно. Поэтому в очках. Они вроде бы это не те какие-то очки. Или дальше. Теперь вот такой 2 компакт-диска. Заехал. То бишь по 50 центов каждый. Бархатный, вот это вот бархат, бархатные упаковки. Тоже новый просто. Ну, хотя здесь вот трещина есть, но состояние видно, что коробка новая. Компакт-диск новый. Просто, мне кажется, его даже никто не слушал. Давайте заслушаем
Тут 2 компакт-диска. Это просто, как для меня, это просто какая-то классика, какой-то оркестр. В общем, тоже на удачку куплено. Сейчас мы сфотографируем и спросим чата GPT, что это. О, слышу уже. Ой, класс. Расскажи интересно и подробно об этом компакт-диске. Ну, погнали, вы готовы? Сетевое соединение потеряно. С ума сошел? Так. Этот компакт-диск Grosse Dirigente und weltbekannte Orchester präsentieren festliche Симфония. Настоящая жемчужина для ценителей классической музыки. Он предлагает слушателю проникнуться звучанием величайших симфонических произведений в исполнении легендарных оркестров под руководством культовых дирижеров 20 века. О чем этот диск? Название переводится как «Великие дирижеры и всемирно известные оркестры представляют торжественные симфонии». Это значит, что внутри тщательно отобранные записи классической музыки в исполнении признанных гениев. Диск призван показать не только красоту самих симфоний, но и влияние, которое дирижеры оказывают на звучание оркестра. Так не холодно, не сидеть. Дальше. Кто эти великие дирижеры? На обложке мы видим имена настоящих титанов дирижерского искусства. Клаудио Аббадо, элегантный итальянец, бывший музыкальный руководитель Берлинского филармонического оркестра, известный своим чувством баланса и глубиной интерпретации. Леонард Бернстайн, американский гений, обладавший невероятной экспрессией и страстью к музыке. Его трактовки классики всегда отличались мощью и драматизмом. Карл Бёрн, австрийский маэстро, один из лучших интерпретаторов Моцарта, Бетховена и Вагнера. Герберт фон Караян, человек, сделавший Берлинский филармонический оркестр эталоном звучания. Его исполнения Бетховена, Брамса, Малера и Штрауса стали каноническими. Георг Шолти, харизматичный венгерский дирижер, прославившийся работой с Чикагским симфоническим оркестром, инноваторским подходом к интерпретации оперы и симфоний. Эти имена уже дают понять, что нас ждут великие, мощные эмоциональные исполнения. Что может быть в этом сборнике? Часто подобные компиляции включают самые торжественные, вдохновляющие симфонические произведения. Вероятно, на этом диске можно услышать Людвиг ван Бетховен, симфония номер 5, Йоханнес Брамс, симфония номер 1, Рихард Вагнер, увертюры к опереттам, к операм. И тут дальше еще мощные и страстные произведения. Ну, то есть Людвиг ван Бетховен, Ода к радости, Йоханнес Брамс, симфония номер 1, мощные и страстные произведения, Рихард Вагнер. Увертюры к операм, наполнены величием и драматизмом. Петр Чайковский, возможно, фрагменты из 1812 увертюры или Щелкунчика. Густав Малер, эпические симфонии с глубокими философскими размышлениями. Почему этот диск важен? Это путешествие по музыкальной истории в сопровождении лучших дирижеров 20 века. Записи, сделанные великими оркестрами Берлинской филармонической, Венский филармонический, Чикагский симфонический, передают лучшие традиции исполнения классики. Дирижеры, представленные на диске, каждый по-своему влиял на интерпретацию музыки, привнося индивидуальный стиль видения. Заключение. Этот компакт-диск – ключ к миру великой симфонической музыки. Он позволит услышать, как по-разному звучат известные произведения в руках разных маэстро. Если хочешь почувствовать, как одно и то же музыкальное произведение может звучать совершенно по-разному, в зависимости от дирижера, этот диск станет отличным проводником
в этот удивительный мир. Это нет слов. Так, ну не запуску, нет, еще даже это не запуску, у меня еще вон Rock Revolution, Дэвид Гарретт. Я в прошлый раз на прошлом марте видел пластинку один в один оформленную от него и думал, купить, не купить за 5 евро, что-то такое. В общем, куплено за евро, тут CD и DVD. И это просто удивительно. Просто новое. Состояние абсолютно новое. Не знаю, видно, нет. Так, куда-то заехал. Такая вот книжечка. Оформление просто шикарное. Вот такой вот DVD. Ну, собственно говоря. Вы тоже, это даже не слушали, по-моему, ну просто новое все. И это валяется просто в каких-то холомидниках. Просто на полу лежат какие-то коробки, вот сейчас на Флмарте, на блошином рынке. Просто коробки, там эти компакт-диски, все вперемешку. И ты такой роешься, раз я такой нарыл себе. Просто новые вещи. Некоторые надо смотреть, некоторые вообще пустые коробочки. Вот вообще, ну, его не юзали. А некоторые просто новые. Это просто... Вот в этом вся прелесть блошиных рынков, что там можно найти все. Как и хламье, так и действительно стоящие вещи. Так, давайте пару слов об этом компакт-диске. Расскажи подробно и интересно об этом компакт-диске. Так, что мне не понравилось? Вижу фотографии. У вас закончились загрузки. Уменьшить плюс. Перейдите на чат GPT плюс, чтобы прикрепить больше файлов и попробовать еще раз заново. Ладно, продолжим завтра, посниму продолжение. Так, давайте слухаем, посмотрим, что это такое. Более-менее правильно все называется. Фантазии. Я хочу прямо, мы сейчас ее втыкнем. Компакт-диск вообще, смотри какой, карта. Смотри какой красивый компакт-диск. Просто на въем, его вообще кто-то слушал. Заряжаем, включаем. А тем временем я хотел бы чат GPT спросить что-то. Хочу сделать это на таблете. Делаю чат GPT. Сделать снимок. Разрешить. Сейчас я это не очень удобно. Так, Mark Knopfler. Ну погнали, далее. Нет времени. Так. Расскажи что-то об этом. Не что-то, а расскажи все, что ты знаешь, интересно, красочно об этом компакт-диске.
уже надо будет отдельные серии это все делать, потому что много получится. Так, этот компакт-диск, а ты можешь что вслух как-то проговорить? А то мне лень это все читать. Ай, я же могу это все надиктовать. А ты можешь это все вслух проговорить? Пока что я не умею воспроизводить аудио напрямую, но ты можешь скопировать текст программы для синтеза речи, Балаболка, Google текст, в принципе можно, ну ладно. Значит, это компакт-диск альбом Sailing to Philadelphia британского музыканта Марка Нопфлера, выпущенный в 2000 году. Это его второй сольный студийный альбом после распада Dire Straits. То, что я говорил, друзья. Легендарной группы, в которой он был фронтменом, гитаристом и основным автором песен. История и концепция альбома Silence Philadelphia — это глубоко личный и вдумчивый альбом, в котором Марк Нопфлер продолжает исследование звучания американского фолк-рока, блюза и кантри, но с его фирменной гитарной игрой и бархатным вокалом. Центральной темой альбома стала история путешественников и искателей судьбы, вдохновленной американской историей и литературой. Заглавная песня Sailing to Philadelphia основана на книге «Долгота» Дэвида Собеля, который рассказывает о том, как два британских ученых, Чарльз Мейсон и Джеремайя Диксон, отправились в 18 веке в Америку, чтобы произвести знаменитую линию Мейсона-Диксона, разделяющую север и юг США. Эту песню Нопфлер исполнил в дуэте с Джеймсом Тейлором, известным американским певцом. Музыкальный стиль и атмосфера, блин, офигеть. ChatGPT, друзья, рекомендую. Просто выдающиеся... музыкальный стиль и атмосфера. Альбом наполнен атмосферой американских дорог, дальних путешествий, размышления о судьбе и времени. Блин, это бомба. Это бомба. Это не только повествовательный альбом, но и музыкальное полотно, нарисованное теплыми гитарными партиями, гармониями и проникновенными текстами. Здесь слышны нотки кантри, блюза, классического рока и даже кельтских мотивов, которые Нопфлер вплетает в свои аранжировки. Его фирменная техника игры пальцами придает композициям особую теплоту и интимность. Фингер-пикинг. Выдающиеся песни. Помимо заглавного трека, альбом включает несколько знаковых композиций в адрес из динамичная мелодичная, блюзовая история. Ну, в общем, все четкие. The was Lauch, блин. Если когда я уже выучил английский? Никогда. Дуэт с Ван Моррисоном, легендарным ирландским певцом. Это Марк Кнопфлер, это Нопфлер, я его Кнопфлер читаю. О. Что там происходит? Мне вот интересно еще, я всегда думал, что он Кнопфлер, потому что пишется К первое, Кнопфлер, но ChatGPT говорит, что он Нопфлер. Наследие альбома. Этот альбом стал коммерчески успешным, особенно в Европе, в Великобритании и Германии. Он получил платиновый статус, а в других странах Европы стал золотым. Альбом укрепил репутацию Нопфлера как сольного исполнителя и показал его способность сочетать элементы рока, блюза, фолка в уникальном стиле. Блин, я думал, честно говоря, после Dire Straits просто эта вся история закончилась. А нет, есть продолжение. И я хочу прямо его все альбомы. Потому что я фанат Dire Straits.
Фанаты Dire Straits по-разному восприняли его сольное творчество. Кто-то ждал продолжения хитов, а кто-то оценил более мягкий, зрелый стиль, наполненный глубокими историями и меланхоличными мелодиями. Обложка альбома: на обложке диска изображен самолет, снятый в расфокусе на фоне голубого неба. Это символ путешествия, движения, поиска новых горизонтов, тем, которые пронизывают весь альбом. У тебя в руках не просто диск, а настоящий музыкальный дневник путешествий Марка Knopfler, наполненный историей, чувствами и потрясающей музыки. Блин, ребят, ChatGPT прямо рулит, это бомба. Вот я раньше где-то в гугле забивал, искал что-то, ну, там, какую-то информацию про диск или про исполнителя, а он не просто какую-то информацию, он еще ее с душой делает, знаете, вот он еще вот какие-то еще выводы такие делает интересные, типа у тебя в руках не просто диск, а настоящий музыкальный дневник путешествий, наполненный историей, чувствами, потрясающей музыкой. Где вот такое в гугле вы увидите? Все, это был Марк Knopfler, получается. Дальше вот это для меня вообще непонятно что. Купил на удачку, потому что выглядело красиво. Интересно, не то чтобы красиво, интересно. И диск абсолютно новый. Просто сейчас послушаем, что это. Если прямо фигня за евро, ничего страшного, я не расстроюсь. Вообще я очень люблю все в коробочках пластинки, компакт-диски, вот именно в толстых больших коробках. Вот такая вот книжка прямо тут с песнями, со словами, со всеми делами. Сейчас мы сфотографируем, напрягем ChatGPT, чтобы он нам рассказал об этом компакт-диске что-то интересное, как он умеет с душой. Итак, мне уже нравится, в принципе. Так, фотографирую. Расскажи все, что ты знаешь об этом компакт-диске. Интересно, с душой, подробно. Да. Так, друзья, что нам расскажет ChatGPT? Что он нам рассказывает? Этот альбом Officium 1994 год. Уникальный, завораживающий музыкальный проект, в котором саксофон норвежского джазового маэстро Яна Гарбарека соединяется с ангельскими голосами The Hilliard Ensemble, британского вокального квартета, исполняющего старинную музыку. Блин, это какая-то бомба, просто за евро. Я в шоке. Музыка красивая. Этот диск — настоящее путешествие во времени и пространстве. Officium стирает границы между эпохами, соединяет духовную музыку Ренессанса и Средневековья с современным звучанием саксофона. Казалось бы, невозможно представить импровизационный джаз в одном пространстве с полифоническими хоралами 15-16 веков, но SME Records и его продюсер Манфред Айхер рискнули и создали шедевр. И этот шедевр просто валяется на Фломарте, его никто раньше не слушал, за евро просто. Фломарт — это бомба, там можно такие вещи интересные найти. На альбоме звучат григорианские песнопения, матеты испанского композитора Томаса Луиса де Виктории, франко-фламандская вокальная полифония и другие жемчужины старинной музыки. Их переплетение с теплым меланхоличным саксофоном Гарбарека создает ощущение абсолютного вне времени звучания. Это музыка, которая может играть в соборе, в пустыне, на высокогорном плато или в глубине сознания. Это что-то. Звучание атмосферы, представь, голоса воспаряют, наполняя пространство храмовой акустикой,
а над ними, словно эхо вечности, звучит саксофон. Он не заглушает голоса и не вступает в конфликт, а как будто дополняет, давая им новое измерение. Гарбарек играет без ритм-секции, его саксофон будто парит над пением, временами прорезая тишину долгими медитативными нотами, временами вплетаясь в ткань вокальной гармонии. Это не просто музыка, это мистический опыт. Ну, ребятки, блин, я уже хочу это послушать на всю громкость. На все нет, ну погромче, вот прям. От нее веет древностью, холодом каменных соборов, светом свечей, дыханием ветра в готических арках. Это одновременно светлая и печальная музыка, способная унести слушателя в мир созерцания, покоя и размышлений. Записи влияния. Альбом записан в монастыре. Кися, ты слышишь это все? Ну не слышишь, но ушло. Альбом записан в монастыре Санкт-Геральд в Австрии, в пространстве с естественной реверберацией. Офигеть, это придает звучанию невероятную глубину и объем. Когда Officium вышел в 1994 году, он стал музыкальным феноменом. Альбом продался тиражом более 1,5 миллиона копий, что для академической и джазовой музыки настоящий прорыв. Он открыл для других экспериментов на стыке жанров, доказав, что духовная музыка и джаз могут существовать вместе, создавая что-то невообразимо прекрасное. Обложка альбома. Фотография на обложке – это черно-белый снимок древней статуи, склоненной в скорбном или задумчивом жесте. Она символизирует тленность и вечность, свет и тень, голос и молчание. И именно то, о чем звучит эта музыка. Наследие и продолжение. После успеха Officium Ян Гарбарек выпустили 2 продолжения. Есть еще Мнемозины 1999, двойной альбом, еще более экспериментальный и глубокий. И Officium Novum 2010 года. Новая встреча саксофона и вокала, но с элементом восточной христианской традиции. Но именно Officium остается главным шедевром, который слушают, чтобы почувствовать тишину, трансцендентность и величие времени. Чат GPT, что он творит? Что ты делаешь со мной? Если ты еще не слышал этот альбом, включи его поздним вечером или ранним утром в полной тишине. Пусть эта музыка погрузит тебя в мир, где звук и тишина сливаются в одном дыхании. Поразительно. Поразительно. Офигеть. Это просто... Нет слов. Это стоило того. Чтобы проехать 55 километров. Сегодня проехал 55 километров на велосипеде до машинного рынка. Ну, немного, абсолютно вообще немного, но иной раз люди типа, а зачем? Вот это того стоило. Так, ну что, продолжим, друзья. Как видите, я в Arbeitsklemotten в рабочей одежде прибежал домой быстро. И сейчас собираюсь делать, в смысле, прибежал домой и быстро пошел помыл велосипед, залил эту вулканизирующую жидкость в колесо. Пока Руси нету, она сегодня на час позже. И я люблю все дела сделать сразу, не откладывая в долгий ящик, потому что эти мелкие дела, они накапливаются кучей. Плюс я стараюсь придавать повышенную значимость тому всему, что я делаю. И это выглядит примерно так. То есть я Ирусе говорю: Ируся, так, все, мне надо срочно пойти помыть велосипед, пойти починить велосипед, сделать распаковку, сделать этот ролик для YouTube, потому что зрители ждут, потому что подписчики требуют. А на самом деле ничего этого нету, никаких подписчиков, никто ничего не ждет, вообще всем похрену. Но я себе фантазирую, так придумываю, специально придаю этому всему значимость, чтобы это, все то, что я делаю, чтобы это приносило мне удовольствие. То есть я придумываю, что это кому-то надо, что это имеет какое-то значение вообще, что и надо срочно сделать, потому что кто-то там ждет
требует продолжения. Короче, друзья, вчера закончился мой искусственный интеллект, точнее не мой, а чат GPT. Он же там ограниченный, если ты не подписываешься за 23 евро в месяц, то он дает определенное количество картинок генерировать, вопросов задавать, а потом все, типа, следующая попытка через 5 часов. Вот, и сейчас я пришел с работы, залил, как я уже сказал, жидкость переднее колесо, потому что я перед этим заднее залил, и такое вчера поехал, и все, типа, проблема решена с проколами. Еду, и потом такой, стопы, а как насчет переднего колеса? То есть, я поехал вчера на Фломарт, купил вот эти диски, вот эти все диски, компакт-диски. Вот это я уже сделал, маленький обзорчик вот этим 3, а этим 2 сейчас буду делать. Значит, у нас здесь блюз, сборник, и конкретно сейчас вот такой вот Дэвид Гарретт. Да, и залил эту жидкость, помыл сразу велосипед, не откладывая на потом, потому что я вчера приехал, и уже вечер был, и завтра на работу рано вставать, и я уже был капут и фертик, уже не было никаких сил, поэтому я такой сегодня на работе, так, надо прийти быстро, доделать велосипед, помыть его, сделать быстро обзор, спросить у чата GPT, Так, надеюсь, он сейчас нам поможет это все сделать, и мы продолжим, потому что вчера это все заглохло. Итак, чат GPT, давай, родненький, скажи мне, что ты думаешь по поводу вот этого компакт-диска. Ну, я даже не раздевался, то есть я полностью сейчас в вещах с работы, потому что я езжу на работу на поезде. И, соответственно, сейчас не переодеваюсь там. Так, как я вчера спрашивал, опиши компакт-диск, опиши этот компакт-диск красиво и интересно. Я не так вчера спрашивал. Сейчас между тем уже можно включить, чтобы оно и фоном здесь играло. Это Дэвид Гарретт, значит, компакт-диск Rock Revolution. Вообще новый, просто новый. Это я вчера купил на Фломарте, на блошином рынке. Тут DVD и CD. Качество, то есть он новый. Вообще не слушали, походу. И купил я его за евро. И вообще класс. Вчера просто удачный день был. Удачная поездка на блошиный рынок. Вот, давайте пару слов. Это вот сейчас играет. По поводу этого компакт-диска. Этот компакт-диск, так давайте, чтобы было лучше слышно. Rock Revolution от Дэвид Гарретт, виртуозного скрипача, который взял классику и рок и превратил их в настоящий музыкальный вихрь. Альбом, который ломает границы. Обложка говорит сама за себя. Длинноволосый музыкант в расстегнутой кожаной куртке с ожерельем в виде летучей мыши триумфально поднимает скрипку в воздух. Словно рок-звезда, вышедшая на сцену перед тысячной толпой. Он не просто играет музыку, он создает революцию в ее восприятии. Что особенно в этом альбоме? Rock Revolution — это мост между двумя мирами, утонченной классикой и энергией рока. Дэвид Гарретт берет культовые рок-хиты и превращает их в симфонию страсти и огня, сохраняя их первозданную силу, но добавляя глубину и драматизм звучания скрипки. Какие треки здесь можно услышать? Этот альбом включает потрясающие инструментальные каверы на легендарные композиции. Фил Коллинз сейчас играет, меланхоличная атмосфера и ритмическая напряженность под смычком Гарретта становятся еще более гипнотическими. Eye of the Tiger, Sergio Fivor, мощная вдохновляющая версия гимна борьбы и победы, Super Station, ритм, который буквально проникает в кровь. Born in the USA, Брюс Спрингстин, узнаваемая мелодия в интерпретации Гарретта звучит как гимн свободы. Также в альбоме присутствуют его собственные композиции, которые демонстрируют не только технику, но и уникальное музыкальное мышление скрипача. Почему этот диск стоит послушать? Если ты любишь рок,
ты услышишь любимые хиты в новой неожиданной аранжировке. Если ты ценишь классику, ты откроешь для себя, как мощно может звучать скрипка в рок-исполнении. Если ты просто любишь музыку, этот альбом способен вызвать мурашки и пробудить эмоции. Дэвид Гарретт. Кто он? Гарретт не просто талантливый скрипач, человек, разрушивший стереотип о том, что классическая музыка и рок несовместимы. Он учился у лучших педагогов, начиная с Баха и Паганини, и затем стал играть Металлика и Нирвана, смешивая жанры так, как никто не делал до него. Заключение. Rock Revolution – это альбом, который вдохновляет. Это симфония страсти, энергии и таланта. Здесь нет границ между эпохами, стилями и жанрами. Есть только чистая музыка, способная захватить дух. Мощно, друзья, мощно. Заебли вчера на блошином рынке купил, не могу нарадоваться. Погнали дальше. Следующее. Я купил за 3 евро вот эти вот 3 компакт-диска, сборник блюза. Ну это просто какая-то вообще просто бомба. Вот это все, что компакт-диски, что виниловые пластинки в таких вот коробках, сборниках, обожаю. Просто фишка. Мое слабое место. Вот такие вот 3 компакт-диска. Состояние просто навье. По евро я купил. И... ну, их, по-моему, даже не слушали. То есть, они вот просто новые, друзья. Заряжаем. Давайте сфотографируем, спросим у чата GPT, чтобы он рассказал пару слов за этот сборник. Такс. Сделать снимок. Сделать снимок, отправить. Расскажи. Я могу голосом. Расскажи об этом компакт-диске, об этих компакт-дисках интересно и подробно и увлекательно. Так, отправляем. И что он нам сейчас поведает? Чат GPT наш любимый. Уже вижу. Что он пишет, интересно. Blues Legends называется. Золотая коллекция полуночного блюза. Так, как бы нам это разместить как-то интереснее. Да? Этот трехдисковый бокс-сет не просто сборник музыки, а настоящая машина времени, переносящая слушателя в эпоху, когда блюз был голосом улиц, душой баров и отражением жизни, полной борьбы и страсти и грусти. Обложка — мгновенная атмосфера блюза. На фото одинокий саксофонист, сидящий на лавке и растворяющийся в своей музыке. Пиу. Это мгновенный кадр ночного города, наполненного тенями фонарей, звуками шагов и дымом сигар. Здесь все пропитано той самой атмосферой Midnight Horse Blues, когда эмоции становятся громче, а мир вокруг будто замирает. Кто звучит в этом сборнике? В этом боксе собраны легенды блюза, чьи имена вписаны в историю золотыми буквами. Лед Белли. Человек, который превратил блюз в рассказ о жизни, любви и боли, сопровождая себя 12-й струнной гитарой. Биг Джо Турнер, его голос мощный, как раскаты грома, определил звучание блюза и ритм энд-блюза. Роберт Джонсон, культовая фигура, чей миф о сделке с дьяволом на перекрестке стал неотъемлемой частью блюзовой мифологии. Сонни Бой Вильямсон, маг гармоники, который превратил этот инструмент в живое существо, кричащее, плачущее и смеющееся. Блин Бой Фуллер, виртуозный гитарист, игравший грязный уличный блюз с неподражаемой энергетикой. Чемпион Джек Дюпри, пианист, который взял элементы боевых искусств и превратил их в мощную ритмическую атаку на клавиши. Подумать только. И это лишь часть звезд, представленных в этом сборнике. Как звучит этот альбом? Этот
Это тот самый блюз, который рождался в пыльных барах Луизианы, на глухих улочках Чикаго и в рабочих кварталах Мемфиса. Звучит так, будто музыка идет не из динамиков, а живет где-то внутри тебя. Здесь есть все. Удивительно. Глуховатый, но глубокий вокал, полный боли и жизненной правды. Скрипящие гитары, будто доставаемые из временного сундука. Громоподобные пианино-рифы, которые задают ритм ночи. Губные гармошки, в которых крик души и надежда на лучшую жизнь. Удивительно. Почему стоит послушать этот бокс-сет? Это не просто музыка, это история. Каждая песня несет в себе дух времени, когда блюз был не развлечением, а способом выживания. 3 диска, 3 разных настроения. От грубого дельта-блюза до утонченного урбанистического звучания. Идеальный саундтрек для ночи. Этот альбом звучит особенно сильно в одиночестве, когда хочется просто закрыть глаза и раствориться в музыке. Заключение. Блюз Легенд. Это сборник для тех, кто хочет почувствовать настоящий дух блюза. Здесь нет модных аранжировок и коммерческого блеска, только чистая, неподдельная музыка, рожденная в поте, крови и слезах. Это блюз, который живет в сердце. Друзья, я просто тронут. Чат GPT — это вообще лучшее вообще на сегодняшний день, что человечество создало. Это просто удивительно, как он это все описывает, расписывает. И я просто мега хэппи, счастлив вчерашней поездки на блошиный рынок, этому вчерашнему, этим компакт-диском. Просто все компакт-диски, все прямо в точку, все в шикарном состоянии, по хорошим деньгам. В общем, я счастлив. Все, друзья, хорошего вам настроения, подписывайтесь, ставьте колокольчик, жмите. Пока-пока!